Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео. Пока на улице погода не очень. В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. Так вот, решил тут у знакомых взять на обзорчик насос, турбинку для надувных изделий, там для матрасов. Вот. Покупали они с целью, чтобы нагонять воздух в лодку. Ну, в ПВХ лодке и докачивать ножным насосом. Поэтому, я думаю, это видео будет полезно тем, кто хочет приобрести себе такой насос. И решил сделать это видео поскольку много есть обзоров, да, на ютубе на эти насосы, но в комментариях пишут, что почему нет реального теста данного насоса, да, только распаковка. Ну вот решил сделать реальный тест, накачать сегодня лодку, посмотреть, на что этот малыш способен. Ну, в принципе, все. Так что давайте сейчас я покажу, что за насос, пробежимся по характеристикам и будем накачивать лодку. Ну вот, друзья, вот такой насос от Intex. Ой, моделька у нас, сейчас я скажу, какая. Моделька. АП-634. Эта моделька получается у нас прикольно тем, что можно вот с помощью такого адаптера подключать насос к автомобилю, если мы на природе. И в комплекте вот идет такой блок на 220. Если мы что-то хотим накачать дома, ну или там помыть лодку, просушить, то есть такой универсальный 2 в одном, можно и от автомобиля, и от 220 запитать его, да. Шнур как бы не длинный, если взять шнур от самого насоса и вот этот блочок где-то 1,5 метра идет кабеля, ну с этим где-то 2-2,5. Данный насос производитель указывает, что в минуту может нагнать 450 литров, ну это как бы показатель неплохой. Здесь уже у меня был шланг, я уже приделал и купил наконечник для лодки, подобрал, чтобы удобно было, поскольку можно вот этими насадками качать, но воздух будет травить, неплотно прилегать, а с помощью этой насадки мы, как насос ножной, подключим, включим нас на насос, и он будет нагонять. По весу где-то, не знаю, грамм 600 будет, наверное, весить. Ну, плюс коробка, инструкция, около килограмма, я думаю, но это не важно. На ощупь, так, на вес и так вообще на глаз неплохо сделано. Тут, наверное, очень мелко не будет видно. Модель только видите, АП-634. А остальную информацию я вам сказал, 450 литров. Единственное, еще по инструкции, здесь пробежался быстро, здесь пишут, что не более 5 минут может насос работать, а после 5 минут нужно давать покурить ему 15 минут, чтобы, получается, не расплавился, не сгорел. Если, допустим, лодка с НДНД, как у меня будет, у нее 3 баллона плюс дно, я думаю, за 5 минут мы успеем накачать. Вот сейчас и проверим. А если, допустим, как небольшие лодки, вот у нас товарищи взяли этот насос для небольших лодок, там барки 240, 260, я думаю, за 5 минут 2 лодки накачаются, потому что там в общей сложности в одной лодке 2 отсека, и во второй, я думаю, не перегреется. А если едете компании, у кого вот такие большие лодки, по 3 отсека плюс если НДНД, должен быть у каждого, потому что если 3 лодки накачать, можно спалить его. А вообще лучше взять уже хороший насос, который давление набивает, но он и стоит 300 рублей. И много кто пользовался такими, говорит, зачем там переплачивать, надул воздух, нагнал в баллоны, раз 10, там 15 качнул на каждый баллон родным насосом, и этого достаточно. Так что давайте сейчас проверим, я на своей лодке проверю, посмотрим, за сколько он накачает. 3,20, лодка 3,20 у меня длиной, дно НДНД. 3 перегородки, 3 баллона и плюс дно, то есть 4 получается. Вот. Посмотрим, за сколько он нагонит воздух в баллоны. За 5 минут управимся мы этим малышом или нет, чтобы уже кто смотрит этот обзор, если лодки похожие по длине, имел представление, брать такой насос или что-то побольше. Вот. Так что давайте сейчас я разложу лодку, наверное, свою, так. Вот она у меня лежит, собрана, и уже включим секундомер и посмотрим.
Ну вот, друзья, разложил свою лодочку. Вот насос. Кабель как бы не длинный. Ну, для дома он и не нужен длинный, поскольку у нас есть удлинитель дома, да. Поэтому он... Опа! Поэтому он и не нужен. А для машины, может быть, коротковато будет. Удобно будет тем, у кого в багажнике есть розетка. Ну, а если нет, я оставлю ссылочку на удлинитель для прикуривателя. Вот, можно заказать. Будет порядка там 4 метра. И тут еще где-то 5, может 5,5 метров. Это будет достаточно, чтобы протянуть от машины подальше. Вот, комфортно. А так, получается, лодка будет под самой машиной. Ну, неудобно как бы накачивать. Так что сейчас я включу, друзья... включу секундомер. Видео не буду снимать, как оно будет тут идти, да. А может быть, давайте, наверное, включу. Нет, давайте все-таки я не буду снимать. Включу секундомер и посмотрю, за сколько накачаю воздух этим насосом. А потом уже докачаю, получается, ножным насосом и посмотрим, сколько это займет по времени. Так что поехали. Ну вот, друзья, смотрите, получается минута 39, ну, минута 40 у меня накачался баллон. Все. А дальше насос, как он накачивался, получается, шел в нагрузку, как уже перестал накачивать воздух. Все, он в холостую. Я выключил его, вынял, ну и закрыл клапан. Ну, если кто-то не верит, давайте, видео чуть подольше будет. Я сейчас включу насос и посмотрите сами, как он накачивается. Ну все, друзья, поехали. Видите, друзья, да, как быстро накачивается. Пока накачивается, наверное, буду рассказывать попутно, чтобы покороче видео получилось. Ну, кто знает, кто нет, этим насосом получается, если баллоны можно нагнать воздух, то дно практически он не накачивает. Ну, можно чуть-чуть там нагнать воздуха. Нужно накачивать именно в комплекте, в который идет... насос, который идет в комплекте с лодкой. А баллоны передние, задние можно нагнать вот этим насосом воздух и докачать. Дно все-таки не поддается такому насосу. Ну все, друзья, можете видеть, вот. Ну вот все, друзья, слышите, он пошел уже так молотить. Сейчас я выключаю. Вот, 2,54. Сейчас я его выключаю и будем накачивать нос. Ну все, друзья, я дальше поставил качаться нос. Как накачается полностью у меня лодка, я посмотрим, сколько по времени это займет. Ну, я думаю, минут 5 как раз и этого насоса. За 5 минут, я думаю, накачает лодку этот насос. Ну и плюс еще этой турбинки, да, что, смотрите, я накачал, допустим, первый баллон. Подключил сюда, пока здесь будет нагоняться воздух, я могу там качать, добивать его лягухой. Пока я там добью, здесь накачается. Пока здесь буду добивать, уже нос. То есть быстрее будет собираться лодка. Я думаю, лодку мы за минут, до 10 минут уже она будет собрана у нас. Ну все, друзья, практически она у нас накачалась. Нос. Это где-то 4 минуты будет. И минуту где-то мы отдадим на дно. Сколько там подкачает воздуха. Все, насос холостую молотит. 4 минуты. Сейчас я выключаюсь. Ну все, друзья, теперь у нас осталось дно. Но дно... Но дно, получается, вот оно поднакачалось чуть-чуть. Но, хотя нет, друзья, лодка поднимается. Вот этот насос ничего такой мощный, поскольку там другие товарищи качали, не помню каким насосом. Там меньше у них поднималось. Но уже слышу, что все травит воздух с насоса, легко ему. Так что, друзья, 4,41. Сейчас я выключусь, чтобы потише было.
Все, друзья, выключил насос. Получается 4:41. Да, у нас воздух уже набит в баллоны. Лодка, повторюсь, 3,20, диаметр баллона 40 и надувное дно. Если как вот ребята взяли на барки небольшие, им за 5 минут, я думаю, хватит нагнать воздух, там и баллоны поменьше. Так что для лодки 3,20, 3,40 хватит этого насоса, если по инструкции пользоваться, там 5 минут не перегревать. Вот. Ну а если небольшие лодки, 2-3, я думаю, накачает. Ну все, друзья, подключил я насос, лягушку нашу к баллону. Давайте посмотрим, сколько качков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Все, друзья, баллоны накачаны. Ну, каждый там будет смотреть, может быть, больше докачать. Как жарко, надо не перекачивать. Ну, как такая погода пасмурная, можно подкачать. Ну, качков 30-40, я думаю, на каждый баллон надо сделать. Но это немного, поскольку объем у нас воздуха-то уже набит. И еще раз повторюсь, этот баллон у нас уже сразу будет накачан, да, воздух. Пока тот будет накачиваться, воздух нагонять, мы уже этот нагоним. Поэтому процесс будет ускоренный. Так что за минут 10, я думаю, лодку соберем. Вот, кто-то, может, напишет, я и ножным собираю там за 10 минут. Ну, это каждого дела. Я показал данный насос. Сейчас понюхаю. Мне ничего не воняет. И, кстати, не нагрелось тут ничего, не теплый он. Может быть, еще что прохладно, летом будет греться чуть-чуть. Ну, как-то вот, друзья, вот такой насосик. Вот. Ну, от машины, я думаю, будет тоже так качать. Если кому интересно, будет видео с рыбалки, так что, чтобы не пропустить там информацию об этом насосе, подписывайтесь. Вот. И будете в курсе, я там расскажу про него тоже, как он там из каких-нибудь из ближайших видео на рыбалке, как он от машины качает. Даже засниму на видео. Вот. Ну и давайте подведем итог. По деньгам вроде сказали, стоит 60 рублей такой малышок. Подешевле, если не от розетки, просто от машины, там будет дешевле стоить. Вот. Ну, взяли универсально, они сказали, чтобы для удобства. Вот. Так что, не знаю, дорого для такого насоса. Дорого он стоит или нет, не знаю. Напишите в комментариях вообще, у кого есть, нет. Так что 450 литров в минуту качает. Вот. В принципе, как бы насос неплохой, я бы взял себе такой. Так что, друзья, если кому данное видео понравилось, поставим палец вверх, напишите свой комментарий, подпишемся на канал. Ну а вам я, как всегда, пожелаю ни хвоста, ни чешуи, всех благ и увидимся на рыбалке. Пока.